Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук и мой друг Батон. Сегодня я буду вести ролик с моим дружочком Батоном, и говорить мы будем об отношениях с едой. Давайте с вами включим мышление и подумаем, когда у нас появляется еда как объект, с которым мы выстраиваем отношения. Да, первый раз еда попадает к нам вместе с материнским, то есть точнее еда материнское молоко или же молоко из бутылочки. То есть мы с вами находимся в утробе, там голода нету, там никаких усилий не надо прилагать, еда поступает по пуповине, а потом мы родились, и наш голод начинает нас атаковать. И этот атакующий голод утоляет или нивелирует, нейтрализует еда. Итак, еда у нас появляется с материнской грудью, и ребенок материнскую грудь ест. Он ест. И получая вот это ощущение, он получает вместе с ним удовольствие. То есть у нас последовательность такая. Еда находится в груди, а грудь находится у этой женщины. И эта женщина ходит с моей едой в груди, где-то там шастает, вовремя не приходит, и почему мне эта грудь не принадлежит все время, когда я хочу. И многие люди, они остаются на фазе восприятия другого как частичного объекта. То есть другие люди – это объекты, которые носят грудь, а точнее то, что мне надо. Они обладатели того, что мне надо для удовлетворения потребностей. И я не вижу за способом и средством удовлетворения другого человека как субъекта, как отдельного от меня. И это частичное восприятие, оно как раз-таки не позволяет выработать эмпатию. К Батону, согласитесь, эмпатию ж не испытаешь. Это же Батон. Вот и к другим людям, когда от них что-то требуют, даже требуют заботы, любви, они воспринимаются как грудь с молоком, как носители принадлежащей мне любви, принадлежащей мне заботы. И дай. И к ним обращается: дай мне это мое, потому что мне это надо. И еда, она навеки у нас остается связанной с отношениями. Но есть отношения объектные, то есть как с грудью, как с объектом, который наполнен нужным мне. А есть субъектные отношения. Это когда я отношения выстраиваю с отдельным человеком, с личностью совсем иной, чем я. И в моменты, когда мы, например, нервничаем, нам хочется есть. Я думаю, что многие из вас, как и я, никому не скажем, но ночью, когда мы просыпаемся в тревоге, надо что-то покушать, и сразу успокаиваешься. У меня, например, так. У меня всегда рядом с кроватью стоит какая-нибудь еда, но единственное, я могу выбрать, чтобы она была не очень вредная или не очень полнящая меня, поэтому это или нарезанное яблоко, или, например, сейчас клубника. И в момент тревоги, когда наш организм получает еду, он успокаивается, как мы успокаивались в младенчестве. То есть еда нам дает покой, она дает нам удовлетворенность. А когда я удовлетворенная с едой, то я не испытываю никакой неприязни к себе. Я довольна и собой тоже. То есть моей неполноценности уже нет, моего недовольства собой уже нет. Есть наполненность, есть удовлетворенность, и главное, есть мысль,
все в порядке, все хорошо. Я думаю, что многие из вас замечали, когда ты нервничаешь, что хочется покушать. А по факту мы потребляем не еду, а успокоение. Мы таким образом успокаиваемся, потому что включается одна из самых мощных доминант, которая образовалась у нас в самом-самом начале жизни. Это удовлетворенность младенца, который ощущает, что ему спокойно, хорошо и наполнено. И я думаю, что многие из вас знают, что такое абсолютно компульсивно есть семечки. И семечки, когда ешь, ты мало того, что получаешь удовольствие, а еще и снимаешь тревожность. То есть такое монотонное поедание попкорна, например, или чипсов, оно успокаивает не только потому, что это еда, а потому что монотонное движение. Вот это наша тяга к сладкому, это на самом деле тяга к покою. И если у человека есть какие-то проблемы внутри, он не понимает, что они есть, он все равно бессознательно будет искать их решение, самое быстрое решение, то есть что делать. Самое быстрое, что делать, это покушать. И поэтому нервничаешь — поешь, волнуешься — поешь, разозлился — поешь. То есть человек вместо того, чтобы обрабатывать свои эмоции, их перерабатывать, анализировать, он находит очень быстрое решение, он ест, и когда он поел, он успокоился, и как будто проблемы нет. Но на самом деле она никуда не исчезает, просто снимается ее эмоциональная шубка такая. То есть шубки уже нету, я не эмоционирую по поводу этой проблемы, но проблема никуда не ушла. Помимо этого, еда — это прообраз вообще наших любых отношениях с кем-то. То есть, когда у меня есть еда, значит, я не брошенный, я не одинокий, обо мне кто-то заботится. И если человек в одиночестве не может создать отношения, то он часто создает отношения с едой. Вот как я сегодня создала отношения с моим другом Батоном. Потому что еда — это частичное удовлетворение потребностей в отношениях. И я думаю, вы тоже замечали, что когда вы одни, там отношения, может быть, разрушились какие-то, или же вы не можете создать отношения, то отношения с едой становятся особенными, не такими, какие они, когда вы в отношениях. И давайте с вами зададимся вопросом сейчас, сделаем такое упражнение. Вы чувствуете свой голод? Вы его чувствуете в самом начале, когда он только немного появился? Можете ли вы понимать, что голод нарастает? И как вы относитесь к себе голодным? Какие чувства вы голодные у себя вызываете? Я голодный — это какой? Я думаю, будет полезно сделать это упражнение. Можно поставить на паузу, а потом продолжить. Итак, по тому, как человек относится к своему голоду, можно понять, как он относится к себе. Я думаю, многие из вас задаются вопросом, как понять, какой я, как я к себе отношусь. Вот как вы относитесь к себе голодному. Когда у человека мощный инстинкт самосохранения, он может быть таким мощным, потому что в детстве была нарушена безопасность, тогда во время голода могут возникать даже панические атаки. То есть еды так сильно хочется, что начинается паническая атака, потому что личность атакуема этим голодом. То есть голод ее истязает. И поэтому нету никаких мыслей, только бы поесть. Но люди, которые нарушили по какой-то причине контакт с телом или же просто отвергли свое реальное «я», они голод не ощущают, но зато рядом люди с ними прекрасно понимают, что человек голодный, потому что он злой и раздражительный. То есть получается, что наша психика, она
задействована на том, чтобы блокировать это давящее на нас желание поесть. И поэтому на другие раздражители сил уже нет. То есть нету терпения, потому что психика задействована в процессе блокирования голода. Я много раз на сессиях как психоаналитик видела, как разительно человек голодный отличается от человека не голодного. Некоторые люди не понимают, почему я их так начинаю раздражать, и я у них тогда спрашиваю: а вы покушали? Ну, если до этого все было спокойно. И эта раздражительность, она будет влиять и на мыслительные способности. Нам только кажется, что мы можем не покушать и будем точно так же функционировать. На самом деле организм думает о еде, и поэтому ему сложно думать о чем-то другом. Но в то же время, когда ты переешь, то есть ты не чуть-чуть утолишь голод, а избыточно или просто плотно поешь, то и тогда мы не можем мыслить. Видите, для того, чтобы мыслить, оказывается, надо еще и уметь обращаться со своим голодом. Ну, потому что когда человек поел, он проваливается в негу. То есть еда– это пропуск в ворота рая, нашего утерянного рая, нашего блаженства. Очень интересные моменты в отношениях с едой– это отказ от каких-то продуктов. То есть, когда человек начинает что-то не есть. Есть такая присказка, она мне очень нравится. Что самое главное в чае без сахара? Как вы думаете? Самое главное в чае без сахара– это чувство собственного превосходства. Я пью чай без сахара, говорит человек, и в этот момент он кажется себе лучше, чем тот, который пьет чай с сахаром. То есть, когда мы с вами отказываемся от какой-то еды, мы с вами чувствуем себя лучше, чем я тот, который ел ту еду. И это начинает поднимать самооценку. И вот в эти игры с едой человек вступает, когда это единственный доступный ему способ, например, повышение самооценки. Он от чего-то отказывается, и вот это попирание себя, прижучивание себя, контроль себя начинает у человека развивать такие садистические моменты в поведении. Я очень хорошо помню, когда я постилась, какой я злой стала и насколько у меня выросла сразу мания какая-то величия, чувство превосходства, потому что я превозошла себя, и поэтому это чувство превосходства распространилось на все остальные области. Очень интересный момент вегетарианства. Я думаю, что многие из вас знают, что я была преподавателем по йоге, я работала финансистом, а потом ушла в преподавателя по йоге. Жила в ашрамах, конечно, не ела мяса, никакого спиртного, никаких излишеств. И вегетарианством я занималась несколько раз в своей жизни. Один раз где-то в 22 года, 23 мне было. Я там около 5 лет не ела. А потом уже где-то с 35 до 40 тоже 5 лет не ела мясо. И когда я его не ела, я думала, что я вот такой вот просветленный, добрый, понимающий. Но доброты мне это точно не прибавило. Психоанализ дал мне гораздо больше доброты и понимания и ума. Но вот эта игра, что я с помощью внешнего еды могу поумнеть, то есть когда я ем что-то или не ем что-то, это как-то отразится на моих качествах. Это самый простой способ, когда с собой человек не может разбираться или не хочет разбираться. И тогда он выдумывает в еде какие-то ограничения и с помощью них пытается расти. Но по факту действительно ребенок, когда кушает, он растет. И вот это вот что-то я кушаю, что-то не кушаю, и это влияет на мой внутренний мир, на самом деле не так. И к мясу особенное отношение у людей, у которых проблемы с собственным телом. Вот у меня когда было отторжение собственного тела, то мясо, оно было в категории моего тела. То есть вот именно мясо становится способом проекции своей телесности. И
Мясо, несомненно, это продукт, который требует нашей агрессивности. То есть мясо — это когда-то живые существа, в которые мы вгрызаемся. И когда много агрессии, акт поедания мяса как будто ее усиливает. Кроме этого, человек не ест мясо и чувствует себя спасителем. Он спас животных, их не убили. Но на самом деле, конечно, он никого не спасает. Все равно происходит забой определенного количества животных. Но не есть мясо попадает в самое яблочко, когда человек себя хочет чувствовать избранным, спасителем, и тогда это дает ему возможность повысить самооценку. Ну, несомненно. А то, что я не ела мясо, никакой избранной и просветленной я не стала. Оказывается, надо было разбираться с демонами внутри. Я ни в коем случае не говорю «ешьте мясо» или там, «не ешьте мясо». Это ваш выбор. Я вам рассказываю только про свой субъективный опыт. Итак, кроме этого, когда у человека начинается депрессия, это сразу отражается на его отношении к еде. То есть, когда я в депрессии, я чувствую, что еда становится отравленной. И так бывает, когда, например, женщина в депрессии, она готовит еду, она готовит отравленную еду. Я, например, это очень остро чувствовала, когда сама была в депрессии. То есть я не чувствую вкуса, и поэтому не могу создать вкусный продукт. Я не чувствую контакта с реальностью. Я отторгла реальность, потому что мне в ней невыносимо, и я нахожусь в каком-то придуманном мире. И так как еда перестает быть вкусной, то человек не видит смысла ее есть. Он ее ест, а удовольствие, удовлетворенности он не получает. И когда человек выходит из депрессии, вот именно мы по еде ощущаем этот вкус, именно поэтому многие боятся пить антидепрессанты, потому что еда становится вкусной, а когда ты долго был в депрессии, ты не можешь остановиться. А я буду останавливаться. Про еду еще можно говорить много. Говорить начал говорить про еду, прям слюнью хочется скушать еще. Батончик вкусно пахнет. Ну, батончик помог мне сегодня провести для вас эту небольшую лекцию о еде. И надеюсь, вы тоже задумались о еде и попробуйте подумать об этом пошире. Какое у вас отношение к еде? Почему вы что-то едите, а что-то не едите? И особенно хотела бы, чтобы задумались те, кто любит сладкое. То есть сладкое — это всегда соединение с матерью, с теплом, ощущение себя ощущение себя не одиноким, не в одиночестве, нужным. И материнское молоко, оно тоже имеет сладкий привкус. Поэтому сладкое — это всегда попытка возобновить вот те ощущения, которые, кажется, я давно потеряла. И если у вас проблемы с весом, с едой, вот я уже начала подготовку к ответам на ваши вопросы, там одна девушка задавала вопрос про еду, то попробуйте понять суть этой привязанности к еде, особенно привязанности к сладкому. И подумайте, какие области своей жизни вы не хотите видеть, а именно с едой организовывайте себе компенсации. В общем, пишите свои мысли про еду, пишите про свои отношения с ней, что она для вас в комментариях. Будем друг с другом делиться знаниями, будем становиться учителями друг другу. А я в конце еще хочу напомнить, что у нас сейчас идет акция. 2 книжки можно купить по цене одной. То есть за 1200 гривен можно купить 2 книги. И мы такую акцию сделали до 28 июня. Я хочу освободить место для новой книги. Хочу отдать то, что я уже написала и издала. Так что заходите на сайт, ссылочка есть под этим видео. А я буду с вами прощаться. Жду ваших комментариев. И мы с батончиком пошли отдыхать. До встречи.